Смарт-браслет со стильным дизайном, большим и ярким AMOLED-дисплеем, профессиональным режимом для тенниса, более 100 видов тренировок, постоянное измерение пульса, мониторинга сна и уровня стресса, измерение СПО2, кислород во время сна, приличное время автономной работы до 14 суток, и обо всем этом, разумеется, можно прочесть, как всегда, в рекламе к смарт-браслету Oppo Band 2, новиночка. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Напоминаю, что на канале я обозреваю практически все носимые гаджеты от дешманского Китая до супер топовых самсунгов, которые уже вся линейка на канале. Распаковка. Данный смарт-браслет поставляется в белой коробке с изображением самого устройства, а также мы имеем краткие характеристики, но все на китайском языке, так как у меня на руках китайская версия. К слову, если кто-то видел глобалку, напишите, вдруг она уже появилась. Oppo постепенно даже Find N2 Flip на глобальный рынок выводит. 15 февраля уже будут продавать. Пакинг минималистичный, в комплекте есть краткое руководство с QR-кодом для приложения, сам фитнес-браслет и зарядное устройство с 2 пинами. Смарт-браслет включается после подключения к зарядному устройству, что стандартно. Oppo Band 2 выглядит интересно и стильно в паре с ремешком, по моему мнению. Вес браслета с ремешком всего 33 грамма, а габариты самых основных частей 29 на 46 на 12 миллиметров. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок. К слову, сейчас идет распродажа на Али, если вы смотрите ролик в день выпуска. И там уже очень много интересных предложений. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, нас там 14 тысяч человек, и мой личный телеграм-канал, где я делюсь тем, что я уже приобрел для обзоров, и тестами до выгрузки обзоров новых девайсов. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-браслету. В продаже есть версия NFC и без нее. На официальном сайте Oppo Band 2 презентован только в 2 вариантах расцветки. Это черная и серебристая, с бело-голубым ремешком. На руке смарт-браслет выглядит хорошо, он не громоздкий, но и не маленький. Данная модель напоминает очень сильно Mi Band 7 Pro, что неудивительно. Oppo берет пример с лидеров рынка. Ремешок быстросъемный из силикона с пластиковой застежкой. Тактильно он не очень приятный, и качество по мне не самое лучшее. За эти деньги и получше видел. Регулируемая длина ремешка от 130 до 210 мм. Корпус фитнес-браслета выполнен из качественного пластика с металлической окраской. Сборка меня порадовала, как и материалы. При носке Oppo Band 2 не ощущаются, спать в нем удобно, комфортно, за что отдельный плюс. На корпусе расположили надпись Oppo, 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. Кнопки никакой нет, что неудивительно. Из датчиков на борту 6-осевой гироскоп, оптический датчик кислорода в крови, оптический датчик частоты сердечных сокращений. Браслет может измерять пульс, кислород в крови и мониторить сон с уровнем стресса. Пульс у воздуха, как и кислород в крови, не нащупывает. Измерение пульса может работать как с периодичностью 6 или 2 минуты и в режиме настоящего времени. SPO2 работает в ручном режиме, а также ночью во время сна в автоматическом режиме. Уровень стресса измеряется в ручном режиме. На руке измерение пульса SPO2 хороший, погрешность по мне минимальна. Мониторинг сна с постоянным измерением SPO2 показал себя отлично. Есть мониторинг быстрого сна и дыхания, возможно, кому-то это будет полезным. Графики довольно информативные, отображаются корректно. Помимо перечисленного выше, на борту имеется функция автопаузы музыки при обнаружении сна, напоминание перед сном и так далее. Oppo Band 2 умеет напоминать о необходимости размяться, попить воды или расслабиться. Все как у всех. С фронтальной части находится слегка загнутый AMOLED-дисплей на 1,57 дюйма со стеклом 2,5D и разрешением 256 на 402 пикселя. Глубина цвета 16,7 миллиона. Рамки у Oppo Band 2 небольшие, как в целом подбородок тоже, но он есть. Интерфейс доступен на английском языке или китайском. Русского языка, разумеется, в китайской версии нету. Максимальная яркость 500 нит, автояркость на борту отсутствует. При прямом попадании света на экран смарт-браслета яркости, как по мне, хватает. Пользоваться им удобно даже в солнечный день. Цветопередача хорошая, так как цветовой охват у браслета 100% DCI-P3. Цвета контрастные и насыщенные, скроллинг плавный, перемещаться по интерфейсу удобно. Смарт-браслет не подвисает, во всяком случае за время моего использования лагов я не встречал. Время до отключения экрана максимум 1 минута. Функции постоянно включенный экран и Always On Display на борту, к сожалению, нет. Настроек предоставлено минимальное количество. Выключить экран можно, накрыв ладонью, что удобно, а включить также можно, коснувшись экрана. Установить пароль на смарт-браслет можно, также есть режим «Не беспокоить» и режим сна. По свайпам с главного экрана сверху вниз панель быстрого доступа, снизу вверх уведомления, справа налево виджеты и слева направо меню. Настроить порядок панели быстрого доступа, приложение меню возможность есть. Меню небольшое, в нем есть из интересного: это тренировки, активность, измерение пульса, SPO2, мониторинг сна, мониторинг уровня стресса,
фитнеса, дыхательные тренировки, игровой режим для отслеживания показателей во время игры, музыкальный плеер, с помощью которого можно переключать треки и регулировать громкость воспроизведенной музыки на смартфоне. Загружать что-либо на смарт-браслет, разумеется, нельзя. Далее есть погода, таймер и секундомер, которые работают в фоновом режиме. Будильник, который можно завести прямо с браслета, поиск телефона, фонарик и бесполезный календарь, как и Alipay и WeChat. Bluetooth кнопки для удаленной съемки нет, что печально. В настройках можно настроить силу вибраций. Вибромоторчик неплохой, разбудить лично меня он может. Отмечу, что весь функционал работает только в паре со смартфонами OnePlus или Oppo. Если у вас другие смартфоны, он будет урезан. Установлен здесь процессор Apollon версии 3.5. Bluetooth версии 5.0, хотелось бы хотя бы версию 5.2, хотя уже 5.3 существует. Есть функция, при которой происходит уведомление об отключении Bluetooth, и это хорошо. Тренировок на борту более 100 видов, отслеживание плавания есть как автоматическое определение активности. И определяет Oppo Band 2 ходьбу, бег, эллиптический тренажер и грибной тренажер. Все стандартно. Есть профессиональный теннисный режим. Во время тренировки можно пользоваться плеером, но выйти из тренировки, не остановив ее, невозможно. Есть беговые курсы, к примеру, интервальный бег, бег на выносливость и тому подобное. Встроенной GPS-навигации нет. Входящий звонок можно только сбросить, быстрых ответов нет. Уведомления приходят моментально, отвечать на них нельзя. Иконки приложения отображаются, отвод смайлики нет. Длинные уведомления полноценно прочитать нельзя. Емкость аккумулятора 200 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 15 минут. После того, как я обновил, настроил браслет и изучил все функции, протестировал его автономность со 100% заряда до нуля. В интенсивном сценарии использования они прожили у меня 5,5 дней. 5 минут подзарядки дают 12 часов автономной работы. В целом автономность по мне достойная. Разумеется, ее можно растянуть и на 2 недели, если не тыкаться постоянно в браслет. Водонепроницаемость на борту класса 5 атмосфер, разумеется, как и все практические устройства такого типа. Я их окунул в воду, вот по итогу с ними ничего не произошло, но, к слову, по-моему, ни с какими моими браслетами ничего плохого не происходило. Даже с китайскими поделками. Плавать и не только с ними, разумеется, можно. Ко всему этому есть еще режим для блокировки экрана в воде. Приложение HealthUp Health нужно скачать, отсканировав QR-код, чтобы использовать этот браслет, который есть в кратком руководстве. Советую при регистрации аккаунта выбрать регион Китай. Приложение доступно на английском языке. В приложении есть 3 вкладки. Вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья, вкладка тренировок и вкладка с подключенными устройствами. На главной странице с Oppo Band 2 мы имеем заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, которых более чем достаточно, но полноценных динамических циферблатов нет. Любую фотографию установить на заставку можно. Далее есть настройка мониторинга здоровья и небольшое количество различных настроек устройства, а также обновление прошивки, и мне обновления уже, ура, прилетали. Минусы: заточенные браслеты под смартфоны Oppo и OnePlus. Зря они не берут с Mi Band в пример, потому что там универсальная штука. Заметный подбородок, нет автояркости экрана, нет Always On Display, Bluetooth кнопки для удаленной фотосъемки нет, Bluetooth не последний, нет встроенного GPS, не отображаются смайлики, нет заготовок для ответов на вызовы или уведомления в приложении, не все переведено на английский язык, как и на самом браслете. К слову, в этой ценовой категории, цену можете посмотреть, разумеется, по ссылке в описании к видео, у нас есть Redmi Band 2 глобальной версии, он даже чуть дешевле. Обзор можете посмотреть на моем канале, он не хуже, точно, во всяком случае по моим ощущениям. Резюмирую, Oppo Band 2, как по мне, учитывая его стоимость без скидок и не во время распродаж, не самый лучший выбор, что является альтернативой, разумеется, Mi Band 7 и Redmi Band 2. Лично мне понравился дизайн, материалы, качественный мониторинг здоровья, хороший AMOLED-экран, и от меня девайсу максимальная скромная да. Опять же, людям, кто сидит на смартфонах Oppo или OnePlus, будет это дело интересно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, нас там уже 88 тысяч человек. Телеграм-канал взаимопомощи, нас там 14 тысяч человек, и мой личный телеграм-канал. Написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. В основном покупаю все, что вы рекомендуете. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Спасибо за просмотр и особое спасибо всем, кто оставит комментарий больше 5 слов. Знайте, вы помогаете проекту.